сейчас быстро напомню, что было в предыдущей серии. Я пытаюсь собрать мозги в кучу. Итак, дорогие мозги, есть мозг. Дорогие мои мозги. Думаю над открытием нового бизнеса. Если вдруг я захотела, не агроном, посадить у себя дома пальму, что мне для этого надо? И прихожу на тихий час. Все нормально, я в детском саду. Добро пожаловать в Бухару. Мы в Узбекистане. Это жизнь других. Если вы хоть раз слышали слово «Бухара», тем более слышать вы его могли в первом выпуске, то, скорее всего, тут же представили себе восточный базар, ковры, купола, жару и, конечно, мудрого старца в тюбетейке. И вы в целом не ошиблись. Все это здесь есть. Но я, как обычно, приехала не за этим, потому что Бухара – это не музей. Это живой город, и живут здесь люди, которые не читают туристические брошюры перед завтраком. Например, Амир. Он взрослый мужчина, но каждый день катается на электросамокате по старым улочкам. Это раздражает прохожих и пугает туристов. Или Закир – человек, который вручную создает актеров театра. Так что если вы думаете, что Бухара – это открытка из прошлого, то я вам докажу. Это очень живая история, и она продолжается прямо сейчас. Сердце Бухары – это, конечно же, рынок. Все здесь крутится вокруг него. И как бы вам ни хотелось пройти мимо, поверьте, у вас не получится. Это древний город, который был одной из остановок на Великом Шелковом пути. Поэтому, само собой, здесь будет рынок, на который, я уверена, за время своего визита попаду не раз. Но первое, что здесь можно сделать, это накормить голодных операторов перед длительным рабочим днем. Накормить тем же, что любят перед работой, есть местные, естественно. Самое удачное место, если вы работаете где-то в офисе, это возле рынка, потому что прямо здесь продается уличная еда, уже готовая. То есть ты приходишь на любой вкус. У вас это рыба, да, я так понимаю? Да, здесь разное. Судак, сом, сазан. Мой оператор, ты что любишь, сом? Еще выбираешь? Давайте судак, сейчас я с ним буду разбираться. А сколько стоит он? 130. Он самый дорогой? Да. Правильно, пусть платит. Сколько вам? Одну. Один оператор. Ого, такая она огромная, я на двоих могу разделить ее. Еще даже кусочек положили, да? Если вы думаете, что местная кухня – это только плов и мясо, значит, вы никогда не были у нас в гостях. Поверьте, столько блюд из рыбы, сколько можно найти в Узбекистане, даже на островах Индийского океана найти непросто. Попробуй. Так я сейчас съем ее. Возьми, попробуй. Это чтобы аппетит разгулялся. Спасибо. А вы деньги хотите или? Да попробуй, говорю. Деньги подождут. Жареная рыба. Хорошая, свежая рыба. Что я еще могу сказать? Только то, что, собственно, рыбу я здесь увидеть не ожидала. Но, знаете, такая она Бухара начала удивлять меня с самого начала. И не только едой. Чтобы жить в Бухаре, нужно быть полиглотом. Вообще, в Бухаре говорят в основном по-таджикски. Но я знаю около 10 языков. Персидский, узбекский, турецкий, азербайджанский, французский, английский, испанский, итальянский, немецкий и, конечно же, русский. Таджикский, узбекский, русский и английский. Русский, английский, турецкий, немецкий, ну и родной, понятное дело. И, может, вы думаете, что все эти люди доценты, филологи, но нет, совсем нет. Я простой ремесленник, занимаюсь шитьем кукол. Я кузнец. А я работаю в сельском хозяйстве.
Так, ну ладно, а где же тогда эта школа полиглотов? Причины на самом деле разные. Во-первых, Бухара по историческим причинам город пересечения многих культур, соответственно, и разных языков. А во-вторых, очень туристический город, поэтому многие стараются учить языки, чтобы выдержать конкуренцию. Но каким бы языком человек не владел, если он решил поступать в университет, то ему придется заговорить на английском. Потому это здесь не прихоть, а пропускной билет. Конечно же, я приехала в университет, чтобы посмотреть, как тут учатся. Выбирать долго не пришлось, потому что университет здесь единственный. Тест на английский при поступлении обязательный. Это почти как школьная контрольная, только по международным стандартам. На 3 часа с разговорами, письмом и стрессом. И да, без него не поступите. Ну а если уже поступил, то дальше все как в жизни. Если не сдал – пересдача. Если не пересдал – еще пересдача. Если долго не справляешься, то могут и отчислить. Но студенты говорят, что это редкость. В основном учиться им здесь нравится. Слушайте, это не университет, а целый мир, понимаете? Там лекции, там спорт, там прачечная, там общежитие. Здесь тоже какие-то непонятные вещи. Там где-то я видела за углом роботы. Это просто тут надо потратить всю свою жизнь, чтобы разобраться. Ну, мы идем разбираться, а что нам остается делать? Обучение 4 года – это бакалавриат, а магистратура еще 1 или 2 года. Есть и платное, и бесплатное обучение. Я вот на юриста учусь, у нас стоимость 12 миллионов сумм в год. Но есть и дешевле, по 9, по 10. Все зависит от факультета. Университет работает в 3 смены – утренняя, дневная, еще есть вечерняя, она с 4 до 7. Вечерняя смена для сов, ну или для тех, кто решил параллельно работать. Утром ты в офисе, вечером на философии. Главное не перепутать клиентов с Кантом. Но, кстати, если хорошо учишься в Узбекистане, то стипендия будет такая, что и работать не надо. У нас много стипендий. Есть государственные, есть от ректора, от Бабура, Улугбека, Алишера Наваи. Есть даже президентская. Минимальная стипендия – это 500 тысяч сумм в месяц. А дальше может расти, но зависит от оценок. У кого отлично, тому добавляется и ректорские, и президентские, и так далее. У кого нет, тому просто удачи. Добрую половину этих имен я не знаю уж, извините. Но искренне рада, что так много людей готовы поддержать свою молодежь. Но все так сложно, что без экономистов я тут не разберусь. Когда я прихожу в университет, вижу факультет шеф-поваров. Иду. Робототехники. Иду. Обожаю. А сейчас я иду на факультет микро-макроэкономики. Что бы это ни значило, звучит очень так внушительно. Посмотрю, хоть узнаю, может, что-то. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас сейчас лекция идет, да? Да, по макроэкономике. О, Господи, это даже слова такие страшно. А что вы тут изучаете? Что вы тут пишете? Это кейнсианская модель равновесия на рынке товаров и услуг. Классный набор слов для меня. А стипендию получаете? Хотела сказать, пенсию получаете, а стипендию получаете? Пенсию еще только планирую, а стипендию, да. А у тебя государственная стипендия или какая-то другая? Да, государственная, как и у всех. Ну, в смысле, и государственная есть, и не только она. У нас просто такая система, что первые 3 ученика по успеваемости в группе учатся за деньги грантов, то есть стипендии, а остальные по контракту. Ну и госстипендия еще имеется. Я уже запуталась, я уже ничего не понимаю. То есть первым 3 повезло? Да. А все остальные, даже если они умнее, чем первые 3, не успели? Но они могут стать умнее в следующем семестре. Мне кажется, мне пора в буфет. Все, не буду вам мешать, все. Счастливые экономисты. Макро, микро, да. Чао. Короче, хорошо, что я не поступила на экономику. Ничего с ней не ясно. Вот буфет – другое дело. Это факультет, который понятен абсолютно всем. Факультет-буфет, так сказать. О, поверьте, я на этом чебурек съела. О, вот это отличная аудитория, так сказать. Здравствуйте. Ой, какая у вас лекция замечательная. Что у вас тут продается?
Есть булочки, самса, пицца, беляши. Всего хватает. И преподаватели, и студенты довольны. Все есть. Кроме горячего. А еды горячей нет. Вот перекусочка такая. Перекусочка, да. Да. И со скольки до скольки вы работаете? Работаем с 7 утра до 7 вечера. А вот этот пирожок вот 4000 с картошкой, да? Да. А сколько он стоит в городе? Ну, 5 может стоить. 5. То есть будет дороже на 1000. Ну да, конечно. Вот 6, тут беляш 6, там будет стоить 7. Ну вот вам и микро, и макроэкономика, и кейнсианская модель равновесия на рынке самсы и беляшей. Ну да ладно, берем перекус и идем знакомиться с излюбленным местным времяпровождением. Ну что, как вы думаете, куда я могла приехать на карете в Бухаре? Думаете, в бар? Ну, практически запах кофе я тоже чувствую, но я приехала на ипподром. И нет, я не приехала делать ставки. Я приехала в место, где местные обожают проводить свой досуг. И, кстати, абсолютно бесплатно. У нас народ исторически очень любит кататься на лошадях. Поэтому город содержит такой ипподром, куда может прийти любой житель Бухары и бесплатно научиться ездить на лошади. Знаете, с какого возраста можно в Бухаре начинать заниматься конным спортом? Правильно, с 4, да? У тебя еще 4 нету. Уже здесь. Идем. Идем. Мало ли, что вы не хотите. Идемте. Лучше начинать заниматься с 10 лет. Это гораздо безопаснее. Но при желании можно приводить детей из 4. Места у нас всегда есть. Достаточно просто справку от врача принести, что ты здоров. И все. Я просто увидела объявление в интернете, подала заявку, меня сразу приняли, и вот уже несколько лет занимаюсь. Конечно, я умею ездить на лошади и постоянно практикую. Многие дети из нашей школы также умеют управлять лошадьми и любят это дело. Шапочка, халат, бахилы. Абсолютно атрибутика для врачей. Но я на молочной фабрике. А чем вам кефир не лекарство? Абсолютное лекарство. Скажу честно, я не фанат молока. Но когда попадаешь на Бухарский молочный завод, хочешь не хочешь, а заинтересуешься. 25 видов продукции как-никак. Делаем каймак, айран, сметану, масло, молоко, кефир и многое-многое другое. Все свое и все натуральное. Пастеризуем по классике, поэтому хранится не полгода, а честные 2 недели. 2 недели срок небольшой, но согласитесь, так и доверие побольше. Никаких загадочных фильтраций и пастеризаций через спутник с помощью искусственного интеллекта и так далее. Работаем в 1 смену, но если будет рост, перейдем на 2, даже на 3. Людей набираем по навыкам, а не по знакомствам. Главное — аккуратность, ответственность и, конечно же, квалификация. А еще желательно беруши, особенно если вы будущий оператор конвейера или как оно вообще называется. А вы тут работаете со скольки до скольки? С 8 до 5. Целый день в таком шуме? Да? Вы не оглохли? Нет, А я оглохла. я вижу. А вам можно наушники одевать и слушать музыку? Да, Можно? конечно, можно. Какую музыку любите? Тяжелый рок слушаю. Для меня подобные места как аттракцион. Машины работают, по конвейеру товар катается. Готовы на это смотреть вечно. И работникам вроде тоже все нравится. Ну и в целом производство как производство. Все здесь чисто, аккуратно, все улыбаются. Вот только громко. Поэтому я решила сбежать куда потише. А именно в гости к моей подруге Регине. Она живет сама с сыном, но, знаете, нелегко. Тут быть женщиной – это профессия. А быть матерью – это уже как минимум 2. Но вот быть матерью, которая сама с ребенком – это почти как держать на себе айсберг. С улыбкой и в халате.
Скажи мне, девушка в Бухаре, вот, которая живет одна, это, сложно, ей дорого, или, кто-то должен помогать, чтобы вот иметь квартиру в центре, чтобы вот жить, там на машине ездить, по ресторанам ходить? Сложно, но это был мой выбор, поэтому никаких претензий у меня никому нет. Работать приходится много, но я справляюсь. Только на аренду квартиры у меня уходит 3 миллиона сомов, плюс коммуналка 150-200 тысяч в дешевые месяцы и 250-300 в дорогие. Дорогие — это лето, когда постоянно работает кондиционер, и зима, когда включено отопление. Регина работает гидом. Сколько она зарабатывает, я, честно сказать, не знаю. Но квартиру арендует в самом центре города с хорошим ремонтом и еще содержит сына. Значит, и заработок вполне приемлемый. А скажи мне, пожалуйста, мне вот интересно, а сложно в Бухаре разводиться вообще? Вот сам этот процесс, вот как он происходит? То есть там кому остается ребенок, алименты, то есть вместе нажитое имущество делится, это легко или как? Нет, это непростой процесс. Это через суд, я имею в виду? Конкретно мы договорились. У нас нормальные здоровые отношения, но бывает по-разному. Получить развод в Узбекистане – это дело крайне непростое. Сразу вам его никто не даст, даже если вы полюбовно все решили. И, как правило, с первого раза может и до суда не дойти. Ведь сначала пара, которая решила разойтись, должна обязательно пройти собеседование с комиссией махаллы, то есть своего района. И комиссия может отказать и дать паре еще время подумать, расходиться им или нет. А вообще, скажи мне, мужчины тут противные, властные, хитрые, ревнивые, вот какие они? Мужчины у нас очень темпераментные, но воспитанные. Гуляют, но говорят, извините, да? Или как? Да нет, вот все мои подружки замужем, и ни один муж не гуляет. Я имею в виду, что наши мужчины уважают женщин. Но в семье главный все равно мужчина. Всегда. Всегда? Да. А если женщина какая-то продвинутая, у нее свой бизнес, она занимает высокий пост, хорошо зарабатывает, все равно дома будет она? Все равно дома патриархат. То есть последнее слово будет за мужем. На туфли это не распространяется. Все, тут вопросов больше нет тогда. Все это начинается с воспитания. У меня сын, и я его тоже воспитываю так, чтобы он уважал женщин, чтобы всегда помогал женщинам и знал, что такое забота. Но при этом, когда воспитываешь мальчика в Узбекистане, это всегда строгое и четкое воспитание. С девочками же все наоборот. К ним подход мягкий, и их воспитывают быть хозяйками. А скажи мне, Регин, а вообще вот тут кого-то легко найти после развода, второй раз выйти замуж? Но мужчины на нас смотрят с осторожностью, особенно если есть ребенок. Это все-таки серьезная ответственность. А если нет ребенка? Тогда все еще проще. Но даже если с ребенком, это не клеймо, это просто немного больше присматриваются. Какие тебе качества важны в мужчине? Во-первых, воспитание. Это чтобы он говорил «доброе утро, спасибо, пожалуйста, спокойно»? Нет, не только. А как? Руку подавал? Да, открывал дверь в машину, обязательно. Это вырежем. Мой муж увидит это. Ему станет не по себе. То есть, значит, подарки дарил? Обязательно. Много цветов. Я люблю цветы. И подарки. Чем дороже, тем лучше. Признаюсь честно, я лично думаю, что с такими ожиданиями найти кого-то будет довольно непросто. Но желаю, чтобы все получилось. Однако и без мужчины у Регины в жизни все выглядит спокойно. Гармония, ребенок, чайник, философия. И только я была погрузилась в эти мысли и вышла из дома, как меня едва не сбили. Вы знаете, я была во многих странах мира. Там все люди живут по-разному, но всех объединяет одно. Любовь. Любовь к самокатчикам. Самокатчики носятся по тротуарам, как угорелые. Иногда вылетает из-за спины неожиданно и опасно. Это страшно раздражает.
Самокатов у нас по городу развелось довольно много. Бесят они, конечно, жутко. Нет, но если хочешь кататься на высокой скорости, то катайся себе по дорогам, а не там, где люди ходят. И это обратная сторона медали, и зовут его Амир. Он считает, что город для всех, даже для людей с самокатом, свободой в сердце и вечным стремлением добраться как можно быстрее туда, куда можно было и вовсе не спешить. Самокат сейчас – это, наверное, самый удобный городской транспорт. Едешь быстро, все пробки объезжаешь, до работы долетаешь даже быстрее, чем на такси. Хотя по деньгам, конечно, получается не намного дешевле. А это дорогое удовольствие? Если брать почасовую оплату, то будет где-то 35-37 тысяч сумов. Если поминутно, то за 1 минуту 950. Слушай, я хочу сказать, что очень интересную вещь заметила. Когда едешь по городу, вообще я не видела самокатчиков. Приезжаешь в центр, вас тут просто... Опять же, все потому, что тут удобнее быть маленьким и юрким, а не ограничиваться автомобильными дорогами. Я поняла, что где-то подвох, но не могла сама догадаться. Если вам интересно, почему я решила вам вдруг о самокатах в Бухаре рассказать, то не спешите удивляться. Просто именно здесь они появились совсем недавно, буквально пару лет назад. И местные только проходят этап привыкания. Согласно правилам дорожного движения, если самокат оборудован двигателем любого типа, то он приравнивается к транспортному средству, а значит, должен соблюдать правила и платить штрафы за их нарушение. Минимальный штраф – это примерно 380 тысяч сумов. Но на деле я даже не знаю, штрафуют ли у нас самокатчиков или нет. Я лично сам не видел такого. От себя добавлю, что, наверное, тут, как и почти везде. На бумаге штрафы для самокатчиков есть, а на асфальте их нет. В итоге этих двухколесных смутьянов не пугают ни пешеходы, ни ямы, ни здравый смысл. Только дождь. Ну, слушай, я еще, не знаю, насколько это правда, вот общалась с местными жителями, и очень многие, практически все, сказали, что их очень бесят самокатчики. Да, есть такое. Не все на самокатах еще умеют правильно ездить. Надо аккуратно и в сторонке. То есть ты едешь и понимаешь, что ты всех бесишь? Если честно, то да. Тут же пешеходная зона, поэтому людей бесит. Но они редко успевают что-то мне сказать. Я уже уезжаю. А ты когда ходишь, когда ты без мопеда, они тебя бесят? Очень бесит, жутко. Это ты по сторонам, а он же может ехать и не смотреть. Да. Занавес. Но зато если в вас ненароком врежется на улице самокат, то это, пожалуй, самая опасная ситуация, которая может здесь с вами случиться. Ведь в смысле криминальном это одно из самых безопасных государств мира. Узбекистан находится на 27-м месте по безопасности во всем мире. Бухара находится в Узбекистане. Получается, что и тут тоже безопасно. У нас безопасно и для взрослых, и для детей. Многие дети и в школу ездят на обычном городском автобусе. А для нас, к тому же, это еще и бесплатно. Итак, вот это холл частного роддома. Видите, как светло, чисто, красиво. Кстати, хочу сказать, что, как правило, в роддом, когда у тебя начинаются уже схватки, нужно приезжать самой, не знаю, мужа просить, таксиста, ловить кого-нибудь. А здесь за тобой приедут, тебя привезут, и все это входит в стоимость. Всего того. Идем посмотрим, мне же интересно, да? Здравствуйте. Чаще всего наши женщины, конечно, рожают в государственных клиниках. Но этот роддом частный, здесь роды платные, 3 миллиона сумов. В эту сумму входит весь пакет анализов, все медикаменты и, конечно, сама процедура родов. Я хочу сказать, что роддома в наше время как будто комната развлечений. Сидишь, катаешься. В общем, ладно, это все ерунда. Хотя это не ерунда, это делают женщины перед родом. Так, значит, тут несколько родильных залов. Можно рожать, конечно, классически. Хотела сказать по старинке, но классически. Но тут я нашла эксклюзив, который, мне сказали, есть только вообще во всем Узбекистане, только здесь. Тут рожают в джакузи. И у вас сразу возникает 2 вопроса. Вернее, 1. 2 джакузи, а 2 вопроса.
тут или тут? Я вам скажу, перед родами женщина должна принять массажную такую ванну, чтобы расслабиться. Может, врачи не знают, там невозможно расслабиться перед родами. Все, а потом уже роды проходят именно здесь. Представляете? Сегодня мне повезло, ведь оказалось, что в соседней палате лежит пациентка, которая как раз пользовалась джакузи во время родов. Пойдемте же и узнаем, как это. Я так понимаю, вы когда родили? Вчера? Позавчера. Так вы уже 2 дня, уже взрослый человек. Да. То есть сколько вы еще будете тут находиться? Сегодня сделают все прививки, а завтра будут выписывать. Вы рожали, мне сказали, в джакузи? Да. Да, расскажите, как это было? Очень хорошо. Я схватки практически не чувствовала. То есть схватки были именно в воде уже? Да, в воде. Было очень хорошо. У меня это 3-й роды, поэтому мне есть с чем сравнить. Очень жаль, что еще пару лет назад не было ни одного джакузи на весь город. Ну, муж может приходить? Да, мой как раз был за руку держал. А как вообще, вот вы знаете, как можно мужа уговорить, если он не хочет вообще? Вот, ну, бывает же такое. Не знаю, честно. Мой просто сам хотел, поэтому пришел, и с ним на самом деле было легче. Вот приезжает человек в Бухару. Что его интересует? 3 вещи. Жилье, транспорт и еда. Сейчас пришло время цен на еду. Боже, какая клубника шикарная, дорогущая, наверное. Так как по местным ценам, собственно, как и по рынкам, мы уже пробегались неоднократно и в Самарканде, и в Ташкенте, то давайте я вам просто напомню в целом, что почем. За один поход на рынок местный человек тратит около 1 миллиона сумов. Это так, чтобы закупиться на неделю вперед. Так, а теперь коротко о зарплатах. Я руководитель и владелец фабрики по производству джинсов в Бухаре. Могу сказать, что работники у нас на производстве зарабатывают от 2 до 4 миллионов сумов в месяц. И это не руководящие должности. У нас в сельском хозяйстве люди, которые работают в полях, зарабатывают от 3 до 3,5 миллионов сумов в месяц. В общем, если так прикинуть, то средняя зарплата просто рабочего где-то в районе $250 в месяц. Хватает ли этого? Здесь, как всегда, все относительно и зависит от цен на рынке и вашего таланта торговаться. У меня орешки, 2 по цене 1. Бери. Дают, бери, а бьют, беги. Я заметила, что вот тут продукты и нигде нет цен. То есть надо подходить и спрашивать, да, сколько стоит клубника, да? Клубника вся по-разному стоит. Это 100, это 150, вот это 180. Мне сказали, надо торговаться. То есть вы говорите 160, а я говорю 120. Нет. И вы говорите мне, да. Нет. А почему нет? А 120? А ты скажи 149. Вы должны говорить 149, а я говорю 120. За 120 вот эту отдам. А это за 100 вообще. Вы мне за 120... Конечно, я бы, честно говоря, взяла бы не торгуясь, но у меня режиссер стоит и считает весь бюджет. Хорошо, ладно, за 120 вот эту забирай. То есть вы мне, которая за 100, отдаете за 120? Нет, которая за 100, забирай за 100. Так, и она за 100 и так. Давайте за 80. Ну хорошо, все. 90 так 90. А вдруг она не сладкая? Сладкая. Ну, ладно, хорошо, мне все равно негде есть. Я, знаете как, рабочая женщина, даже не могу себе позволить клубнику съесть на рынке. Вот такие, да, наши будни. Но, как оказалось, предприимчивые местные жители давно придумали, как именно можно наесться клубникой, не отходя от прилавка и при этом не запачкать руки. Я, конечно, уже была в Узбекистане и пробовала все сухофрукты, которые у них есть. И я думала, что меня уже не удивит. Но тут они мне подсунули сушеную клубнику. Я такое вижу впервые, клянусь вам. Она такая сладкая и тверденькая. Очень вкусно, очень вкусно. Я никогда в жизни даже не думала, что клубнику можно сушить. Варенье делают, там какой-то напиток.
А тут сушеная, представляешь? Хочешь попробовать? А сколько стоит клубника? 100 граммов 30 тысяч сумов. И надо торговаться же. Обязательно, за 40 тысяч отдам. А вообще на бухарском рынке найти можно практически все. Например, зайдя в сувенирную лавку, я ожидала увидеть только открытки и магниты, а через 3 минуты уже стояла с деревянной палкой в руке и слушала, как управлять клапаном. Здесь вот идет палочка, ты чувствуешь ее, да? А вот здесь клапаны. А, в клапан засунули. Да, пальцы засунула в клапаны. А теперь все клапаны расслабь и жди. Где расслабить? Подожди, я ничего не поняла. Тут расслабить, тут клапан. Так. А вот, смотри. Теперь левой рукой держим, а правой вверх, вниз, вверх, У вниз. нас утренняя Ну, программа. а теперь аплодисменты. Ну, все, ты все умеешь. Наши куклы — это не просто сувениры. Их берут как для театров, так и в качестве предмета искусства. Ведь некоторые мы делаем долго и сложно. Простую — за неделю, а сложную куклу — за 3 месяца. Материалы, костюмы, детали и так далее. Они не продаются в интернете. Их не найдешь на полках, только лично, только в Бухаре. Самая дешевая стоит $2. Самая дорогая — $2500. У нас 17 человек. Мастер по дереву, ювелир, живописец. Каждый делает свою часть. Один голову, другой наряд, третий оружие. И все вручную. Есть такие детали, которые просто невозможно повторить. После тряпичных кукол с шелковыми ресницами самое неожиданное, что могло произойти для меня, это посещение спортивного комплекса. Но оказалось, кое-что все же объединяет и то, и другое. И там человек работает руками. Ну хорошо, в спорткомплексе еще и ногами. Дорогие друзья, я в спорткомплексе. Ура, ура, ура! Ну, это так кричат болельщики, не я. И, конечно, вы сейчас думаете, наконец-то Жанка расскажет что-то интересное про спорт. Но нет, рассказывать вам буду не я. Спорткомплекс Бухары – это не просто здание с залами и турниками. Это настоящий организм. Он дышит, светится, остывает и нагревается. И чтобы этот организм не заболел, есть человек, который называется главный инженер. Я отвечаю за все. От вентиляции до табло. Кондиционеры, освещение, экраны, пол – все это мы устанавливали сами. Сейчас в обслуживании комплекса работает команда из 60 человек, 30 из которых – уборщики. Я, честно сказать, не в курсе, сколько этому зданию лет, но сейчас комплекс выглядит, как будто его вчера построили. Здесь не просто уложили пол, его выбрали по миллиметру, не просто повесили монитор, а предварительно проверили, выдержит ли он жару бухарского июля и так далее. Меня интересует вот это покрытие. Вот смотрите, вот что это за покрытие? Откуда оно? Зачем оно? Почему оно? За сколько оно? Вот эти мониторы, которые висят, кто их вешал? Как? Почему? За сколько? Опять же таки, понимаешь? Вот эти арки, которые здесь, понимаешь? Вот как это все происходит? Вы когда-нибудь задумывались? Нет. И я тоже. Сейчас мы все узнаем. Покрытие у нас по мировым стандартам для футзала и еще десятка игровых видов спорта. Оно обошлось в 4 миллиарда сумов. Мониторы тоже не для красоты висят. Они нужны и для зрителей, и для судей. Но и не бесплатно. За них заплатили 28 миллиардов сумов. Обожаю спорткомплекс. А самое главное в спорткомплексе это что? Правильно, вип-ложа. Потому что раз так и випуешь в кресле. И все, кофе, чай есть, монитор тут есть, сидишь, смотришь спокойно себе футбол. Это я вам показала место, откуда матчи смотрят президенты, министры и, возможно, даже знаменитости шоу-бизнеса. Скажу честно, удобно. Мне бы тоже понравилось так игры смотреть. И здесь не просто играют, здесь выращивают чемпионов. Бокс, борьба, теннис, футзал. Всего 15 разных направлений. А тренеры не просто по объявлению. Один из них дважды олимпийский чемпион. Мы с сыном как-то пришли просто посмотреть, а через 2 дня он уже стоял в кимоно и бил по воздуху. Сейчас участвует в соревнованиях. И главное, все это бесплатно.
так. Но, как вы знаете, спортом я долго заниматься не могу и не умею, поэтому иду дальше. В Бухаре я уже много где была, а вот в традиционном местном доме еще не была. Туда и пойду. Пригласили меня к себе семья бухарских евреев, которые живут здесь уже очень много поколений. Жанночка, здравствуй, проходи. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Вот такой у нас дом. Комнаты у нас вокруг двора. Дверь одна, закрывается снаружи. Все, закрылись, и мир остался там. Да, и мы вот в своем мире. И сколько в этом мире живет у вас человек? Сейчас я, муж и 4 детей. Старшая дочь учится в Ташкенте. То есть и вот это вот все вот это ваше, да? Сам дом семьи моего мужа. Тут 12 детей выросло. В этом доме Ширина хозяйка и мать 4 детей. А на работе она руководит кошерным отелем и сдает помещение в своем бизнес-центре. А как вы поделили между 12 детьми? Ничего не делили. У нас семья дружная, и мое-твое нет такого. Дом общий. Общий? То есть сюда могут прийти все 12 братьев? Приезжают, гостят, уезжают. Конечно, почему нет? В этом дворе действительно все общее, даже абрикос. С него варят варенье и отправляют его как вкусный сувенир по разным городам, где теперь живут члены большой семьи. Беня, привет. Здравствуйте. Это ты тут хозяйничаешь? Это сын, да? Да, хозяин дома второй. Ну, а если что, он может девушку сюда привезти? Свободно. Просто, да? Просто в гости? В гости они каждый день ходят. Ага, я поняла. Я ему доверяю. Как воспитывают вообще детей? Их наказывают, строго воспитывают? Нет, или- мы не наказываем детей. Мы с ними больше как Ну, друзья. то есть тебя никогда не наказывали? Нет, никогда. Секундочку, да. Да нет. Ну, давай, вспомни один раз. Ну, может быть, в далеком детстве. Слушайте, ну дом просто как в кино, с открытыми окнами, с разговорами между кухней и комнатой и полным согласием между детьми, с родителями и супругами между собой. Мне интересно, кто вообще вот в семье главный? Муж или жена? У нас все обоюдно. Я предлагаю, она возражает. Или наоборот. Потом как-то договариваемся. Даже дети участвуют в обсуждении. Хорошо, а финансовые вопросы как вы тоже обоюдно решили? Бюджет на мне, но если надо, она берет. Что спрашивать-то? У нас ведь все в семью. У нас есть свои семейные традиции, а есть такие, что совпадают с узбекскими, но это не важно. Вообще, здесь и соседи как семья. Нас как-то 40 дней не было дома, соседи потом прямо пришли и сказали: «Где вы были? Мы переживали». Это и есть Бухара. Тут нет чужих. Ты можешь быть евреем, таджиком, узбеком. Главное, чтобы ты был человеком. А скажите мне, а вообще дорого жить в Бухаре? Ну, то есть коммунальные, продукты. До 10 миллионов суммов в месяц – это в среднем на нашу семью. Это еда, плюс коммуналка, досуг, ну и все такое. Но без шика и икры, конечно. Мне сразу интересует такой вопрос. У вас вот на столе здесь обычные блюда, которые практически у всех в Бухаре на столе, или все-таки вы питаетесь как-то по-другому? У нас национальная еврейская кухня. В субботу, например, обязательно томаты с зеленью. Потом тут запеченные яйца, свои салаты. Это все как у дедушек и бабушек. То есть узбеки этого не делают? Что-то делают, но тут есть отличия от узбекского стола. Например, такие маринованные баклажаны только у бухарских евреев. В мире нигде не найдете, но у нас много и узбекских блюд тоже. Евреев в Бухаре осталось около 50 человек, а со смешанными семьями около 200. А раньше же весь этот район был еврейской махалой. То есть у вас такого нет, что мы не узбеки, мы этого делать не будем? Да нет, у нас нет национальности. Есть только традиции разве что. А мы называем себя людьми и бухарцами. На каком языке вы общаетесь? Дома на русском и на фарси, а наши дети знают таджикский, узбекский, русский, английский. Мы просто хотим, чтобы традиции не исчезали, и чтобы дух семьи передавался дальше. А себя считаем, как я уже сказала, просто бухарцами.
Что мне понравилось в Бухаре, так это то, что здесь действительно не любят привязываться к слову «национальность». Здесь говорят «люди». Спокойно говорят друг с другом на разных языках, знают, как пахнет хорошая кухня, независимо от того, борщ это или плов, знают, какой должна быть настоящая семья. И как бывает хорошо, когда в доме живут не по уставу, а по зову сердца. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Жизнь в Бухаре – это не про суету. Здесь не кричат о себе, не пытаются сильно выделиться, а просто живут, будто всегда так жили. Здесь спокойно соседствуют олимпийские чемпионы и кукольники, бухарские евреи и таджики, самокатчики и правила дорожного движения. Тут можно спрятаться во дворе, а можно выйти на площадь и в обоих случаях быть дома. И, может быть, главное, чему учит Бухара, это жить в мире с собой, без беготни и суматохи, а с вареньем из абрикосов, неспешными разговорами на 3 языках и с чувством, что тебе тут всегда рады. Как я говорила в начале, жизнь в Бухаре со стороны может показаться неспешной или даже медленной. И это действительно так. Но если местные принимают неожиданных гостей, то они тут же оживляются. Ведь гость здесь не меньше, чем родня. Не это ли лучше всего говорит о том, что лучшее в местном характере – это Наше узбекское гостеприимство. Это вот для тебя подарок. Это для твоего мужа. Рады вас видеть. Это для твоей дочки. Это вам подарок, ручная работа. Это для твоего сына. Наш национальный чипан вам в подарок. А это друзей угостишь. Скажешь от узбекского сердца. Держи. Что тут сказать? Ну, нет предела местному гостеприимству, которое вы непременно почувствуете в каждом местном доме. И сидя за столом, хозяева неоднократно поднимут пиалу чая, чтобы выпить за гостей, а то есть за жизнь других.